И поэтому мы вот сегодня будем заниматься практикой, которая будет нам помогать повышать нашу мерность восприятия, да, то есть и складывать из разных кусочков как бы некий пазл, который нам даст картинку более общего порядка. То есть повышать свою мерность. Вот. Но у нас задача вот какого плана сегодня, да, то есть как бы у каждого есть некий свой опыт взаимодействия со светлицами. У одних один, у других другой. Кто-то по одному использует светлицы, кто-то по-другому. Да, то есть и этот опыт на самом деле он в чем-то творческий, потому что у каждого есть свои особенности восприятия, каждый каким-то образом вот нащупал. Одно дело инструкцию прочитал, и у нас там не так много написано, что надо делать. У нас, скажем, вот так более общее в подробности. Из-за чего? Из-за того, что вариантов применения очень много. И как бы их ограничить вот какой-то там делай раз, делай два системой, мы считаем, что это неправильно. Но, тем не менее, вот обобщить опыт, который у нас есть, набран нашими участниками вот, нашего сообщества, это было бы очень полезно. Вот поэтому хотелось бы повзаимодействовать. Но кроме этого, да, то есть мы говорим, что есть еще некая более общая часть, связанная с тем, что есть вот эта вот некая целостность, которую иногда нам не удается нащупать. Да, то есть многомерные каналы, по которым нам может идти эта информация, но мы до нее вот никак не можем дойти. Потому что есть задача локальная у каждого человека, ну, как биообъекта. То есть у него есть задача там, вот, создать определенные условия для себя, для своей семьи там, и так далее, чтобы было ему хорошо. Вот. Но есть еще более общий план, да, то есть есть как бы, мир видимый, есть мир невидимый, и там тоже есть свои задачи. И так как мы имеем вот свою систему световую, которая может вот помогать эти задачи решать, но не локально, а глобально. Да, то есть мы можем это дело использовать. И это дает нам, с одной стороны, да, то есть возможность проявиться в этом мире более широко, с другой стороны, из этого мира начать получать более общую информацию, более многомерную и более дополненную какими-то вещами, которые до нас раньше не доходили. Я поэтому вот прочитаю информацию Наташи Зайцевой, о которой я начал говорить. Мое видение вебинара. Да, то есть визуализируются светоэнергопотоки, которые входят в людей, наполняют их новым светом. Взаимодействие между людьми порождает новое взаимодействие в других мирах на уровне цивилизации. От цивилизации к цивилизации транслируются потоки света, новых качеств, знаний, духопроявленности. И эти связи закрепляются в людях на генетическом уровне. Происходит светообмен, энергообмен, а также идет взаимодействие на уровне духовой компоненты. Таким образом, происходит взаимодействие миров на уровне прародительских цивилизаций. Также идет взаимодействие на уровне ДНК, структур временных файлов, которые выделяют кровь-время, монадные наночастицы света. Эти вибрации света времени в нашем ДНК несут в мир информационным потоком новые качественные процессы, формируют наше будущее. Свет взаимодействия людей влияет на принятие решений, поступки, меняет будущее человечества в лучшую сторону. Ну, вот такая записалась как бы вот информация. Это можно рассматривать как некую фантазию с одной стороны, а с другой стороны, если какая-то фантазия проявилась, то эта фантазия тоже имеет, ну как бы она проявилась как некое время. Да, то есть вот кусочек такой вот, теперь оно существует в нашей реальности. Поэтому можно принять во внимание и предположить, что то, что мы здесь делаем, оно нужно не только нам, но и где-то еще. И поэтому мы можем ставить задачи общие, можем ставить локальные. То есть у каждого есть свои какие-то цели, да, то есть поэтому мы можем вот такую модель применить. Такую модель, да, то есть модель фазовой решетки. Есть такие антенны, активные фазовые, с активными фазовыми решетками. Если кто знает, да, то есть они применяются там и в авиации, и, ну, то есть в военных целях и так далее. То есть что он делает это, да, то есть есть не один локальный, да, то есть излучатель, который как бы светит на некую цель и получает отраженный сигнал, и его анализирует как некий радар, да, то есть, а есть множество излучателей, которые синхронизированы по фазам, да, то есть, и, соответственно, можно радар не крутить в разные стороны, а можно менять вот эти соотношения фаз и фактически сканировать в достаточно большом спектре
как локальные цели, так и более глобальные, которые вот попадают в зону видимости этого. Да. И здесь мы тоже видим похожую вот картинку. Да. Посмотрите, у нас вот как бы если посмотреть на экран, ну вот она нам модель этой фазовой решетки. У нас вот как бы куча вот локальных таких вот излучателей, за которыми сидят люди, да, то есть что излучают? Они излучают свет, у них всех из глаз идет свет, ну и не только из глаз, а от самих себя, да, то есть этот свет мы можем мерить на кирляновской аппаратуре видеть, то есть это реально существующий свет. Поэтому мы можем все вместе, да, то есть как бы обеспечить некую синхронизацию друг с другом и за счет этого взаимодействия, да, то есть взаимодействовать не только с локальными целями, которые есть у каждого, но и с какими-то более глобальными целями. За счет чего мы можем синхронизироваться? Да? То есть за счет того, что мы можем иметь взаимодействие вот с такой многомерной структурой, как светличные структуры. У нас есть структура Бионет, да, то есть которая нас позволяет объединять вот в некую локальную сеть. И есть у нас структура светлиц как некая глобальная структура, к которой мы взаимодействуем, да, то есть которая выстроена на базе эксперт-операторных отношений как структура. Дальше она вот проявляется в жизни как некие изделия, как некие возможности взаимодействия с этими структурами, там вот через систему Бионет или через файлы, или каким-либо еще другим образом. Поэтому наша задача на самом деле здесь такого плана, что мы сейчас попробуем рассказать о своем опыте. Вот тут у нас пошли вопросы уже, поэтому вот, отвечать будете вы, а не я, на эти вопросы. Ну и на другие. То есть как мы будем сейчас взаимодействовать? То есть каждый может взять слово и немножко рассказать о том, как он взаимодействует со светлицами. Да, то есть в своем опыте. Что он делает? Да, то есть как он применяет. Ну, может быть, взял карточку и там весь снег с машины счистил. Вот тоже хорошее применение. У кого-то такое может быть, да, то есть у кого-то другое какое-то применение есть этих светлиц. Кто-то, может, какие-то мысли-формы формирует, кто-то аффирмации какие-то делает, кто-то визуализация, кто-то еще что-то. То есть какие-то имитационные модели применяет, о которых мы тут рассказываем все время. Вот. Поэтому есть возможность немножко о себе рассказать, что при этом будет происходить. Да? То есть, когда вы рассказываете, да, то есть о структуре, вы начинаете с ней более эффективно взаимодействовать. То есть вы начинаете настраиваться более эффективно на эту структуру. В силу того, что это многомерная структура, вы начинаете свой уровень мерности повышать. Да? То есть при этом одновременно на вас смотрят еще вот 27 человек. То есть 3 девятки. Да? То есть значит, то есть вы как бы получаетесь подсвеченными такими вот биолазерами 27. Ну, кто-то более эффективно подсвечивает, потому что он виден на экране, кто-то менее эффективен, потому что он как бы в таком более пассивном режиме. Поэтому мы сейчас можем, да, в силу этого, то есть что происходит при этом с тем человеком, который рассказывает? У него как бы происходит подключка к более высоким каналам, более высокой мерности. И он в этот момент начинает получать дополнительную информацию. Он как бы, она в него начинает сыпаться, он может ее сейчас не осознавать сразу, а может кто-то сразу начал осознавать. Поэтому есть возможность учитывать эту информацию и что-то добавлять, рассказывать вот такое интересное. То есть это практика, которая позволит вам почувствовать вот этот вот выход как бы в поток разговора. То есть, если не получается, то есть, вот я не знаю, что сказать, как бы, ну, расскажите тогда что-нибудь вот про любую светлицу, что вы поняли из инструкций, из описания про эту светлицу. Поэтому делаем такую вот эту практику по взаимодействию. Понятно, да? То есть, как бы, если не знает человек, что сказать, надо включить микрофон и начать говорить. То есть, ну, как бы такая парадоксальная задача. То есть, почему? Ну, потому что если вы только, чтобы, когда человек не знает, допустим, что сказать, это аналогично, я не знаю, что мне делать. Вот у меня есть какие-то задачи, а что делать, я не знаю.
Да, то есть что надо тогда? Ну, надо хоть что-нибудь начать делать, двигаться, то есть начать. Поэтому вот мы когда говорим про энергию времени, структуру, то там одно из условий, что обязательно должно быть действие. Да, то есть действие по движению к цели. Поэтому у нас есть какая-то цель. Поэтому на первый момент мы что делаем? Мы берем и ставим цель в себе. Что, собственно говоря, вы хотите в этой жизни такого вот интересненького, чтобы у вас произошло? В финансовом плане, там, в плане отношений, в плане еще чего-нибудь. Поэтому вы об этом можете... А Анжелика у нас Долбаш, она осветлиться слышит впервые. Вот у нас, видите, у нас, оказывается, есть слушатель, которому ничего, может быть, не знает. Да? То есть вот здорово. Вот давайте, поэтому, если вы не знаете, что сказать, хоть что-нибудь расскажите вот слушателю. Вот человек первый раз говорит, ничего не знаю о светлицах. Но хочу что-нибудь узнать. Поэтому как раз мы начинаем с тех, кто не знает, что сказать, и он хоть что-нибудь пусть расскажет. Что такое светлицы, как он их воспринимает и так далее. Значит, но есть чувство меры, да, то есть очень долго нельзя говорить. Поговорил немножко, надо, у нас вот народу здесь все-таки уже 32 участника, надо дать и другим. Поэтому в себе вырабатываем чувство меры. То есть у нас опять же есть основные чувства, да, то есть которые есть, связаны с органами чувств, 6, да, то есть есть чувство пути, которое интегрирует вот эти все чувства, которые у нас есть, да, то есть которые мы сейчас будем пытаться на него настроиться. Кроме этого, у нас есть еще и чувство меры, чувство времени, чувство пространства. И вот мы в пространстве и во времени, в котором мы сейчас находимся, мы пытаемся создать некое действие, которое бы позволило нам из разных пазлов сложить какую-то более общую картину, более многомерную. Да? То есть и вот на этой фазовой решетке, на которой мы сейчас, с которой мы взаимодействуем, да, то есть высветить локальные цели, которые у нас есть, и подсветить их, да, то есть как бы, чтобы они стали более ясными и понятными. А также некие глобальные цели, которые, может быть, мы даже и не знаем, и они от нас скрыты, но мы, тем не менее, их тоже решаем успешно, минимаксно, да, то есть как бы с минимальным усилием получаем максимальный результат. Поэтому давайте начнем. Кто хочет что-нибудь сказать про светлицы? Про что угодно можно говорить. Давайте я скажу. Безусловно, светлица супер. Это такая вещь, она для всех выручит в любое время. У меня сынок старший в армии. Вот я ему с собой ее дала. Но сказать, что все здорово, это не сказать ничего. Он доволен, он счастлив. Он говорит, так удивительно. Я, говорит, всегда попадаю туда, куда мне нужно. Ну, он не знает о свойствах, просто знает, что нужно держать при себе. Это на несведущего человека. Вот со светлицей супер, у меня очень хорошо все, вот прям очень хорошо. А с другими как-то вот не получается. Ну, как-то используете, то есть как вы с ней взаимодействуете? Ну как, она меня чувствует, она меня улавливает, она сама все понимает. Ну, настраивайтесь как-то все равно. Ну, возможно, да, уже как на какой-то... Вот знаете, детский мультик есть такой «Леди Баг» и Суперкот. У них есть такие квами маленькие. Вот, наверное, она в виде квами. Можно я скажу? Раиса, давайте, Раиса, говорите. Так, значит, Раз у меня светличка потенциал женской любви, энергии. Вот. И я, значит, у меня просто проблема со здоровьем сына. И я начала с этой светличкой работать. То есть я стала с помощью этой светлички стала как-то больше воспринимать, подавать тепло и любовь своему сыну и помощь. И мне пришла помощь от моей подружки, которая мне также подсказала, что надо его подключить к светличке с вашей помощью. Янтра и супер. У него, значит, болезнь, восстановление прошло намного быстрее, чем было раньше. И ощущение его жизни, ощущение его красок жизни пошло намного быстрее и лучше. То есть я, как говорится, я благодарна, и я ощущаю, что именно помогают мне в этом.
У меня силы есть, у меня желание не то, что есть, а настроение с любовью все делаю. И все очень легко идет. Очень легко идет. Мгм. Спасибо. Так, Да. кто у нас следующий? Берите микрофон и начинайте говорить. Добрый день всем. Добрый день. Применяю светлицы активно год. Почему-то у вас под Свиридовой мы вас видим. Да. Вот, применяю год светлицы. Значит, у меня была раньше, ну, вернее, она и есть сейчас, светлица самая первая, вот, но как-то у меня не заладилось вот много лет назад это взаимодействие, то есть не поняла я до конца. Вот, поэтому год назад, когда мы начали работу с Сергеем Диновичем, прежде всего, чтобы активно пользоваться, я решила узнать, как же она все-таки устроена. Потому что как для человека технически, скажем, грамотного, мне надо было это. Потому что иногда, не понимая, невозможно как бы начать работать. Ну, для меня это так. Мне все-таки надо знать, как это устроено. Вот. Инструкцию по применению. Когда я все это узнала, ну, не все, конечно, но хотя бы сам принцип вот стал понятен, то и Ну, поподробнее начали можно сказать, активно. что стало понятно. Понятно стало, как она вообще, что это такое. И что это такое? Каламбурный вопрос. Что это такое? Это системный адаптер времени. Этот объект позволяет подключаться к структурам, которые окружают нас, Нас. любым абсолютно. Вот, потому что все, в принципе, имеет полевую структуру, можно сказать, энергетическую, информационную прежде всего, да. Все, что нас окружает, это имеет характеристики пространства и времени. И вот так быстрее дойти до нее, до этой цели. Вот. Как физически это вот сложено, я думаю, сейчас это, наверное, не надо рассказывать пока. Вот. Главное, что результат. В общем, я применяю карты «Ментал», карты «Целитель». Вот. И с некоторого времени вот у Андрея взяла «Отраду». Что интересно, вот я всегда покупаю, ну, я человек практичный, честно скажу, и мне всегда как бы, если я уже взяла, то это применяю. Сначала как бы первое здоровье, да, и для нас, для всех. И вот я по некоторым причинам выбрала карту «Целитель». Карта «Целитель», она меня привлекла вот какой-то, ну, просто это, знаете, это чисто интуитивно приходит, а потом, когда твоя интуитивная составляющая совпадает с тем, чем говорит знающий человек и другие люди, как бы здесь твой выбор уже однозначен. Вот. Как только я ее получила, я начала применять. То есть сначала я ее беру в руки, карту, определенно ставив задачу ментально, себе определяем, как бы, например, какая проблема, я ее для себя описываю, эту проблему, ставлю цель, что я хочу в результате получить, и мысленно подключаюсь, то есть держу в руках, мысленно подключаюсь к всем, кого могу вспомнить и кого не могу. То есть как бы ставим задачу, и больше как бы о ней вот в какое-то время так вот не вспоминаешь. То есть подключаешься и начинаешь дальше работать, что-то делать. Вот. В данный момент
я как бы поставила задачку несколько. То есть это была вот на сейчас момент, было на определенный какой-то, ну, на неделю, да, и вот на полгода. И вот эта карточка, она практически рядом все время там находится, и я периодически вот руки накладываю, там говорю. Но сейчас это уже стало в каком-то, знаете, моменте ментально. Я чувствую, как начинает эта структура работать. Вот у меня улучшилось здоровье, и ну, я определенный момент для себя определяла. Вот. И очень хорошо. Всем советую. Соня, дочка моя, применяет при острых болях. Ее просто прикладывает на больное место. Вот. Дальше, значит, расскажу про карту ментал. У меня работа связана с большой умственной деятельностью, причем активной, постоянной, и задачи порой сыплются очень такие важные и срочные. И у меня была такая, знаете, все время неразбериха в голове и какая-то, ну вот когда с вами поток, вот вы находитесь в бурных каких-то водах или водопадах, вот можете представить. Вот. Но так как я не привыкла отступать, вот, и подумала, что вот эта карта с описанием, так как у нас была практика, и с описанием мне очень понравилось, что вот именно это то, что опять то, что мне надо. Это действительно так. Вот. И опять как бы работая с ней, я почувствовала, как у меня происходит вот эта чистота, ну, приходит чистота прозрения какой-то в голове, и системность, она стала как бы основой. То есть четкое планирование, четкие ментальные конструкции в голове, когда что надо делать. То есть так как это адаптер времени, я считаю, вот самое первое – это работа со временем. То есть ты все свои задания, все задачки распределяешь, планируешь и четко отводишь туда время. То есть этим я занимаюсь столько, это столько. Вот. Наверное, кто-то по-другому это делает, у меня это так происходит. Вот. И когда особое нужно какое-то подключение ресурсов, которые у меня недостаточно для решения, как я думаю, определенной задачи, вот, я очень плотно с ней работаю. То есть когда у меня вот прям пик деятельности, она всегда у меня